Дорогие друзья, всем привет! С вами снова мы. И хотелось бы с вами поговорить по последнему приходу, который у нас был после праздников. Пришли новые 82-е. Было у нас очень холодно, мы не снимали обзоры, только чисто выгрузку. Давайте сейчас вот прям по этим 4 штукам подробно пройдемся, вам покажем. Сначала пройдемся по наружке, посмотрим топливные насосы. На первом у нас идет Ногинская. Стартер у нас идет Престолит. Сейчас фокусируется. Вот Престолит электрик. Итак, вот на первом тракторе у нас. Но скажу сразу то, что на всех 4 одинаковый ТНВД и одинаковый стартер. То есть, чтобы к этому не возвращаться больше вопроса, у всех 4 Престолит стоит электрик стартер и Ногинская ТНВД. Итак, вот смотрим первый. У нас здесь видно оптика другая. То есть я ее специально включил. И другой кронштейн, который держит габариты поворотники и передний свет. То есть комплектация один приход, но комплектации, можно сказать, у всех разные. Так, что у нас тут? Такие вот лампы светодиодные. На них никаких... нет, есть обозначение. Так. Сейчас попробуем с другой стороны. Вот так вот. Вот такая диодная фара идет. Их у нас получается вот на первом тракторе спереди 4 и сзади 2. Плюс здесь у нас ничего нового, обычные лампы. И внутри этого трактора тоже есть изменения. Сейчас мы поднимемся в кабину. Сзади вот видите такие же лампочки, фонари точнее, светодиодные. И тоже у них немножко другой кронштейн. Дальше сравним. По задней навеске никаких изменений не обнаружено. Все так же. Давайте посмотрим в кабине. Опа. В кабине сразу видим то, что изменилась панель. То есть панель уже как на двенашке идет, скругленная. Здесь у нас 3 кнопки, плюс еще 2 свободных. Сама панель приборов такая же. Добавил столько вот, то есть на другой панели у нас вот здесь было сверху вертикально вот эти все лампочки, здесь по центру. Сейчас что у нас тут? Зумер, интересно, остался? Да, зумер, вот. Также индикация свечей. Так, что тут у нас еще? Масло в рулевом. Ручник, наверное. А ручник у нас вот здесь. Вот. Панель у нас осталась, как бы, точнее, стала новенькой. Так, еще какие-то изменения. Замок другой. Тоже как на двенашках я почему-то тут такие замки встречал. Нулевое, первое, второе и третье положение. То есть вот он. Сейчас, секунду, сфокусируем. Вот он, вот такой замок. Вот. Внутри внутреннее убранство такое же. Здесь вот это вот другая. Вот это немножко другая. Она имеет уже какую-то форму. Потому что та была на обычных, как корыто такое ровное, прямое. И здесь. Ну, в целом
неплохо. В общем-то, вроде как будто так и было, а так вроде начинаешь смотреться поприятнее. Здесь у нас без изменений. Кнопка масса поворотная. Ну и зип. Трактора в этот раз без инструмента пришли. Так, в целом, отличие — это панель и вот верхняя вот эта вот корыто. Под колоночки сразу уже вот тут. Ну, это вот похоже, пятнашка, двенашка, вот, на картонной на какой-то или на основе заклеена вот такой вот тряпочкой. Пойдемте смотреть следующий. Он немножко отличается. Следующий. Тут мы что видим? Мы видим здесь верхние светодиодные фары нового образца, да? Но почему-то решение такое стандартное, которое всегда и было на металлической вот трубе. Вот вертикально закрепленные габариты и поворотники. Так, у нас фары светодиодные. Здесь их дополнительных фар светодиодных, ну, как мы видим, нету. Они сверху, они сзади. Пройдемте в кабину. Кабина уже здесь у нас классическая. То есть другой немножко тахометр. Замок. Сейчас. Замок, вот на что я обращал внимание. То есть, ну, тут тоже с третьим положением, но он по-другому немножко. Сам по себе другой замок. И вот это корыто. То есть здесь уже вот так вот. И здесь мы видим, что кожзам, прекраснейший, просто великолепный кожзам. А там уже идет какая-то, как, не знаю, тряпка, что ли, синтетическая. Здесь кожзамчик. Ну вот и видно, по салону видны различия. В том поприятнее находиться, на мой взгляд. Ну, здесь у нас то же самое. Также поворотная кнопка масса. Больше здесь никаких изменений нет. Пойдемте к третьему. На третьем что мы видим? На третьем мы видим, что у нас кронштейн другой. Габариты, поворотники расположены горизонтально, но оптика не обновленная, не прямоугольная фара, а квадратная, но тоже светодиодная. Также квадратная светодиодная сверху стоит. Также квадратные светодиодные стоят сзади. Но здесь у нас уже новая панель. Новая панель. Кстати, сколько тут воздуховодов-то? 2 так и осталось. Угу. Новая приборная панель с замком, как на первом варианте. И вот она, вот эта тряпка. Здесь все, то есть в предыдущем у нас был здесь божественный кожзам, здесь уже идет вот эта вот тряпка. Не знаю, что лучше. Пишите, ребята, кто их эксплуатирует, эти трактора. Скорее всего, да у нас вообще все подписчики такие опытные ребята, и которым есть что сказать. Вот напишите, что лучше, на ваш взгляд, кожзам или вот такая вот штука. Так, ну и тут тоже без изменений, чисто изменения панели. Ну и пойдемте посмотрим крайний, 4-й. Он у нас получается идентичен с первым трактором, который мы смотрели первый. Не знаю уж, не нового образца, но вот прямоугольные светодиодные фары сверху, снизу.
Сзади также прямоугольные. И панели, обшивка салона такая же, как на предыдущем. Да, здесь все то же самое. Ребят, трактора у нас на базе. Кому что интересно, задавайте вопросы, пишите. Стараемся отвечать на ваши комментарии. Еще хотел бы уточнить, вроде как кто-то говорил про постановку на учет вот с горизонтальными указателями поворота, габаритов и фонарей. Но мне кажется, на 1221 также это установлено, и его на учет ставят. Плюс это заводское исполнение. Мы никаких собственноручных изменений не вносили. То есть это так пришло с завода. Поэтому я думаю, что никаких проблем с постановкой на учет не будет. Кстати, еще один интересный факт, ребята, я заметил. Посмотрите, проверьте у себя и скажите, есть ли у вас сетка в масло... Блять, замерз. Секунду. Да, ребята, вот. Есть ли у вас сетка в заливной горловине масляной? Для меня действительно было удивлением, что для меня она всегда там была, и сколько себя помню, была там она, то есть на старых тракторах, даже относительно, то есть там 2-3-летней давности, у них там сетка есть. Тут я начал смотреть новые трактора и увидел, что этой сетки нету. И меня это очень сильно удивило. Я на 1523 посмотрел, там нет сетки. На новых 82-х нету сетки. Сейчас вот давайте на последнем еще посмотрим. Тут снежка немного. Так, оп. Посмотрите у себя. То есть буквально вот 2-3-летней давности трактор, на нем есть сетка, а на новых нету. Но это какой-то беспредел. Так, сейчас, секундочку. Откроем. Одной рукой не получается. Так, вот. Тоже нет сетки. Тоже нет сетки. Но меня это удивляет. Вот искренне вам говорю. Это какой-то нонсенс. Что, сетки, что ли, закончились? Какие-то... А вот есть старенький приходик. Давайте на нем еще посмотрим. Это как, ну, относительно старый. Он тоже до Нового года пришел. Сейчас, секундочку. Ребят, и тут тоже нету. То есть этот трактор у нас стоит уже так достаточно давно. Уж снежком тут покрылся, припорошился. Тоже отсутствует сетка. Вот, давайте ваша версия. Сетки закончились или ставить их лень стало? Так, ну и по новеньким тракторам ждем от вас вопросов. За выходные саккумулируем какое-то количество этих вопросов. И, может, видео-ответами прямо в понедельник вам и ответим. Спасибо большое, что смотрели это видео. До новых встреч на нашем канале. Всем спасибо. Пока-пока.